Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы с вами поговорим о том, чем же пахнут наши звезды, о любимых ароматах наших звезд. И сегодняшний выпуск целиком по вашим идеям, по вашим комментариям, за что я вам безумно благодарна. И также не забывайте поставить лайк этому видео и написать в комментарии, кого из звезд мы разберем в следующем выпуске. Но открывает сегодняшнее видео прекрасная, яркая, очень талантливая, харизматичная блондинка Гвен Стефани. Нужно сказать, что когда я готовилась к этому выпуску, я была очень удивлена, что прекрасной Гвен уже 56 лет. Она в отличной форме, очень красивая и моложавая, и здесь, конечно же, мое восхищение. Потому что я отлично понимаю, что здесь, даже если у прекрасной Гвен отличные гены, то в этом возрасте здесь нужна уже и работа, и забота о себе, о своем теле, о своем лице. Из интервью Гвен я знаю, что она очень любит парфюмерию. Она подбирает аромат, исходя из образа, настроения, или своего наряда, или мероприятия, куда она идет. Итак, например, по словам Гвен, на какие-то официальные торжественные мероприятия она очень любит использовать парфюм Perle de Fleur. И это очень интересно, потому что парфюм был выпущен еще в 1913 году, но вы можете купить его в продаже и в наше время. Аромат я могу описать как большой, просто-таки огромный букет, цветочный букет в облаке прекрасной пудры. Имеет богатую пирамиду, очень красиво шлейфит, играет нотами, переливается. Звучит действительно интересно, как такой старый добрый люкс. В пирамиде здесь и цитрусы, и зелень, и тархун, и тот самый большой цветочный букет, о котором я говорила. А именно этот цветок апельсина, жасмин, сирень, роза, ландыш, тубероза, гвоздика, иланг-иланг, а также фиалка, ирис, гелиотроп и орхидея. В базе же мох, мед, цибетин, мускус, а также сандал, амбра, ваниль и бобы тонка. Также в числе своих парфюмерных любимцев Гвен называла такие, я бы сказала, легендарные ароматы, как ангел от Мюглера. Здесь просто такая безумная пирамида. Буйство нот, буйство красок. Он играет, переливается. Он и сладкий, он и чуть хвойный, он и немножко с холодком. В то же время он очень горячий. Здесь и сладость, и цветочность, и цитрусы. Есть все. И как парфюм играет, как он раскрывается в течение дня. Мне это очень нравится. И нужно сказать, по моему мнению, сейчас парфюмы новой школы, они вот не отличаются этой игрой и богатством пирамиды. И следующая красавица сегодняшнего выпуска – это яркая, очень красивая брюнетка, звезда Дита Фон Тис. Дита также просто в супер отличной форме. Если я не ошибаюсь, ей 52 или 53 года, и она супер красотка. И вы знаете, что объединяет таких, казалось бы, разных женщин, как Гвен Стефани и Дита Фон Тис? А это выбор парфюма. Прекрасная Дита не раз признавалась в любви к тому же аромату Perle de Fleur, что и Гвен Стефани. Но, по словам Диты, этот аромат она использует с 14 лет. Даже если она пользуется какими-то другими парфюмами, этот парфюм всегда есть на ее полочке. Это для нее самый красивый аромат. И, по словам Диты, он даже вдохновил ее на создание своего парфюма. Но следующая голливудская красавица – это прекрасная Кейт Бекинсейл. И в сегодняшнем выпуске у меня, мне кажется, все женщины выглядят супер молодо. И Кейт в этом смысле не исключение. Ей 52 года. Но я не знаю, мне кажется, она выглядит очень молодо. Гораздо моложе цифр в паспорте. Она яркая, она красивая, она очень такая тонкая, звонкая, действительно красавица и при этом талантливая актриса. Мне очень понравились работы Кейт в фильмах «Интуиция» и «Остров проклятых». В одном из своих интервью Кейт Бекинсейл рассказала, что ее любимый аромат – это липстик Rose от Фредерик Маль. И этот аромат, он напоминает ей о маме, о ее теплых объятиях, о прекрасных днях ее детства. И в этом смысле Кейт говорит, что этот аромат – это не просто парфюм для нее, не просто какая-то парфюмерная ароматная история. Это еще и эмоциональная привязка. И парфюм, нужно сказать, действительно красивый. И он, хотя и не ретро, но я отлично понимаю, что имеет в виду Кейт, он пахнет как будто бы такая мамина дорогая косметика. И это комплимент, потому что звучит он действительно красиво, интересно, спокойно, но при этом женственно. Я бы описала его как красивый, нежный, женственный, пудрово-фиалково
ирисово-малиновый парфюм. И есть в нем что-то от аромата герленовских метеоритов. Если вы пользовались метеоритами, то наверняка вы знаете этот аромат. И я знаю, что многие ищут его в парфюмерии. И этот парфюм действительно похож. На старте здесь малина, личи, лимон, бергамот. Зеленые ноты грейпфрут и лабданум. В средних нотах это пряность гвоздика, а также букет из розы, фиалки, ириса, ландыша и гелиотропа. В базе же ваниль, амбра, кедр, мох, пачули, мускус, кожа и ветивер. Но на этом у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и отличного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!